Ее очередной спектакль. Что же она снова учудит? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Смотрите, ребят, мне показана картина, что кто-то из вас потерял свою любовь. Даже, я бы сказала, большинство потеряли свою любовь. Потеряли в самом прямом смысле слова. Да? Кому-то пришлось расставаться, любя женщину. Пережили дикую боль. Не буду углубляться в ваши страдания, переживания. Кто-то сейчас находится в этой энергии. Но то, что я вижу, что есть среди вас те, кто продолжает любить свою прежнюю женщину. Это тоже факт. Можете даже кто-то думать, что елки-палки, как будто привороженный, да, вот тянет к ней, тянет, не пойму, что происходит. Кто-то из вас сейчас, возможно, не очень хорошо себя чувствует вообще морально, может быть, последнее время. Здесь может проигрываться ситуация, когда реально так приболели, может быть, постельный режим, может быть, даже кто-то в больничке, не дай бог, да, но тоже может проиграться, либо же вам предлагают в больницу, но вы всячески пытаетесь отнекиваться и говорить, что буду лечиться дома. Вы человек, которого укротить можно, но не просто. Вас можно укротить только любовью, заботой, нежностью и лаской. По-другому, никак. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, в комментариях, чем можно вас укротить. Потому что вы человек, которого даже побаиваются некоторые люди. Но укротить вас можно, я еще раз повторяю. Напишите, с помощью чего можно укротить. Любви, там, я не знаю, может кому-то конфетку дать, может быть еще что-то дать, да? Я не знаю, пишите, всегда интересно читать ваши комментарии. Кто-то из вас сейчас находится в жизненном тупике, по поводу чего? Смотрите, кому-то из вас предлагают то ли работу, может быть, даже не там, где вы живете. Это может быть где-то далеко, это может быть другой город, это может быть за граница. Причем там довольно неплохо, сытно и, в общем-то, обеспечение неплохое. Но вы пока в раздумьях. И хочется, и колется, и как-то не очень, да, вот. Но не хотите менять особо свое место. Кто-то находится в тупике по поводу личной жизни. Не получается наладить отношения с женщинами. Я имею в виду сейчас новые отношения, потому что женщины, которые встречаются вам по жизни, вот они то ли вас не устраивают, то ли они могут исчезать вот просто на пустом месте. Да? Вроде бы там несколько свиданий прошло более-менее нормально, потом раз она исчезла. Могут проигрываться ситуации, когда вообще ничего не хочется, да, вот есть среди вас тоже такие, которые вообще решили взять такую паузу в личной жизни из-за недоверия, из-за того, что, может быть, еще не отболела, не отстрадалась еще ваша прежняя боль. Но то, что первая карта у нас любовники, да, влюбленные выпала, это уже говорит о том, что все равно все вы, ребят, неважно, в каком вы сейчас находитесь настроении, неважно, в каких сейчас энергиях, но в глубине души все вы хотите иметь пару. Вам жизненно необходима пара, потому что вы не мотивированы, вы чахнете, кому-то даже скучно, да, кто-то может даже задерживаться где-то на работе, либо еще там по каким-то делам, к друзьям, может быть, к родственникам ходите, просто чтобы не быть одному в четырех стенах. Поэтому не очень хорошо. Да что ж сегодня такие негативные карты, ребят? Что вы у меня захандрили? Я не пойму, что происходит.
Что происходит? Опять мне показано, ребят, уже это было у нас в сигнификации, это периодически у нас появляется, потому что, опять же, многие меня постоянные ребята смотрят, за что вам огромное спасибо. Смотрите, мне опять показано, что на ком-то из вас есть магическое воздействие. И ваше негативное такое настроение, ваша апатия, упадок сил и даже черная полоса, может быть, это тоже как результат воздействия магии. Поэтому обращаюсь к тем, кто, может быть, вы подозреваете, может быть, точно знаете, что что-то есть на вас негативного, но лучше сделайте диагностику, если нужно чистку, то у вас жизнь тогда наладится. Если вы очищаетесь, жизнь налаживается. Но нужно это обрубить резко, потому что дальше будет хуже. Не хочу никого пугать, говорю то, что вижу, ребят. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за очередной спектакль предвидится, да, и от кого. Смотрите, к вам пожалует женщина, с которой вы сейчас находитесь в конфликте. У кого-то это проиграется бывшая, у кого-то это может проиграться не обязательно, это ваша бывшая мадемуазель. Это может быть любая женщина, с которой вы, ну, на ножах, вы на не очень хороших таких взаимоотношениях с ней находитесь, но которая постоянно за вами как будто следит. Вот вроде бы вы не общаетесь, либо там редко можете общаться. Она как будто следит за вами. Это женщина, которая, возможно, имела на вас виды, еще может проиграться. Между прочим, я вам скажу так. У многих из вас есть женщина, которую вы то ли не заметили, вот ее такие взгляды, ее какие-то такие флирты, стреляние глазками, да, вот такое вот поведение. Женщина, которая все так же за вами следит, и неважно, что вы не обратили на нее внимание, она проявится в вашей жизни снова. То есть обращайте внимание вот на женщину, которая, может быть, с вами не общалась какой-то период, либо очень редко, а потом она начнет снова активничать. Это будет ее очередной спектакль, потому что не хочет даже вас забывать. Она не то, что не забыла. Даже вы поссорились, даже вы расстались, у кого-то проиграется. Неважно, у каждого по-своему будет. Вот хочет вас вернуть. Вот вы ее как наваждение. Она в курсе вашей личной жизни. У кого-то даже может проиграться, что она, может быть, ждала, пока вы разведетесь. Потому что знала на тот момент вашу позицию, что вы, ну, не изменяете, да, что вы порядочны и так далее. Поэтому это будет такой красиво обставленный спектакль, красиво продуманная история. Про случайное, может быть, там, случайное какое-то пересечение, да, случайно где-то вы встретились, но хотя это будет не случайно. Это будет история про то, что вот она такая вся одна-одинешенькая, вас не забыла и готова попробовать еще раз. Понимаете? Поэтому кто из вас захочет опять нырнуть в эти отношения, да, вернее, это даже не отношения, а это ее фантазии прежние, можете попробовать. Давайте-ка посмотрим еще. Кто же к вам придет еще со спектаклем? Ой, ну это уже, ну это даже не обсуждается. Я думаю, здесь даже кто не знает Таро, поймут сразу, что это пришла ваша прежняя вот королевишна, с которой вы разругались, с которой вы разошлись и которая в большинстве случаев просто изменяла. Пожалуй, зачем? Нехватка денег. Ох, какая нехватка денег. Опять-таки расскажет красивую историю про белого бычка. Какая она бедная, несчастная. Типа там она заболела, мама заболела, там ребенок еще там что-то. В общем,
Это будет такая красивая история, но только вы, многие будете смотреть на нее и улыбаться. Потому что вы думаете о том, что она-то сказочница, вернее, вы знаете о том, что она сказочница. Вот у кого пожалует бывшая, причем я вам скажу, что у кого-то из вас она уже недавно проявилась. Напишите, ребят, в комментариях, у кого бывшая недавно реально проявилась. Это будет такой маневр, возможно, будет давить на вас через постель, через чувства ваши. Может быть ситуация, когда на рюмочку чая вас куда-то пригласит. Все от ее одиночества, все от того, что понимает, что никому не нужна. Все от того, что нехватка денег, как я уже сказала. Но если вы заметили, да, здесь нет ни грамма о любви. Здесь нет ни грамма того, что она реально поняла, что, допустим, хочет быть с вами, что она вас любит, что она там совершила ошибку и так далее. Понимаете, в чем парадокс? Поэтому смотрите, у кого-то из вас явно проиграется, что бывшая может вместе со сказочками своими, она может вас просто начать соблазнять. Либо же это могут быть, знаете, вот как обычно женские штучки, приходи посидим, там через ребенка может сманипулировать, да, где-то что-то там рюмочку поставила и все, и вы быстренько такой, как надо, как ей надо. Поэтому здесь просто держите ухо востро. Знаете, что самое интересное? Вот ее даже любовники ее бросали. Вот я так смотрю на расклад, и то, что я вижу, мне просто, ну, честное слово, становится смешно. Когда-то она вам выносила мозг. Кому-то даже сейчас пытается выносить. Когда-то она строила из себя королевишну. Она и сейчас пытается строить, но у нее уже плохо получается, потому что вы знаете ей цену. Грош цена, правда, ребят? Ее пользовали любовники, ее бросали мужчины, ее не уважают даже чужие мужчины, вот с которыми она пыталась вот прыгать по жезлам. Вы представляете, какой это кошмарный кошмар? Это женщина, которую, ну, я не знаю, пользуют. Я вот пытаюсь подобрать слова, и мне просто жутко становится. Ее мужчины воспринимают как женщину для развлечений. Это как, ну простите, как помойное ведро. Сходил туда и все, и до свидос. Это ее такая участь. Это ее такое наказание. Поэтому я сейчас обращаюсь к мужчинам, вот кто меня смотрит, особенно те, кто не разлюбили, да, потому что это общий расклад, и я знаю, среди вас такие тоже есть. Не позволяйте, чтобы вам плюнули в душу в очередной раз, потому что если вы, вот, поведясь на поводу своих чувств, вы клюнете на ее сказочку, вы клюнете на то, что она вам расскажет, это будет чистой воды вранье, ну, может быть, 10% там будет правды. Смотрите, чтобы не пришлось потом больно-больно это все расхлебывать. Я бы вам порекомендовала, вы можете, конечно, прислушиваться, можете нет, дважды в одну реку не входить. Это маленькое такое отступление, да, психологически. Сегодня немножко у нас такой расклад. Потому что как чашку не клей, да, вот разбитую чашку можно склеить, но она такая красивая уже не будет. Трещина-то никуда не денется. И как бы вы ее ни клеили, ничего не получится, новая она уже не будет. Дважды в одну реку вы тоже не войдете, потому что вода-то все время течет, да, течение есть, и это уже будет другая вода. Поэтому те, кто не могут вырвать из души, из сердца бывшую, просто сядьте и трезво подумайте. Вы готовы, чтобы еще раз вам сделали больно, потому что она не поменяется. У вас как была башенка вот в жизни, развал вашей жизни из-за нее. Если вы сойдетесь, будет то же самое, только чуть попозже. Она не поменяется.
Вот она не поменяется, люди не меняются. Она как была продуманная, она такое и будет. Поэтому, мои дорогие, будьте осторожны. Ну и напоследок, смотрите, еще проявится какая-то женщина, но это женщина постарше. Ох, как бы это не теща чья-то проявилась. Смотрите еще, ребят, это может быть ситуация, да, действительно, действительно. Деньги, деньги, везде деньги. Ну, это просто трындец. Смотрите, у кого-то может проиграться, что проявится не только бывшая со своими сказками, но как бы ее мама не проявилась. Ну, понятно, если мама жива, то помню, когда-то кто-то из вас писал, что мама уже на небесах, как она может проявиться, да? Понятно, что мы сейчас о живых говорим. Поэтому здесь теща станет на защиту как-то вот своей дочери. Она попытается, опять же, какими-то уловками вас помирить с ней. Теща со своими сказками, шутками, прибаутками начнет вот как-то опять на вас влиять. Только единственное, что она не учла, что вы-то, ну, не очень ее терпеть можете, правда? Напишите, ребят, как вы к бывшей теще относитесь. Она такая, может быть, дама властная, дама, которая имеет довольно сильное влияние и на дочь. Она могла и раньше влезать в ваши отношения. Даже, ну, в принципе, она какую-то лепту внесла в то, что вы тоже разошлись. Она уж очень сильно влияла на все, что вокруг нее происходит. Особенно, если вы с ней жили. У вас могли быть и конфликты с тещей, у вас могли быть какие-то трения, да? Но вот для того, чтобы ее доченька распрекрасная, которая никому не нужна, которая осталась у разбитого корыта, чтобы она хоть немножечко почувствовала себя нужной, то есть вам опять же нужной, мама стала на дыбы на защиту своей доченьки. Но здесь вы уже станете на дыбы перед тещей. В большинстве случаев я уверена, что вы просечете этот момент, что теща хочет тоже что-то из этого поиметь. И поскольку я вижу, смотрите, особенно это касается тех, кто, ну, в принципе, кто из вас имеет, ну, пусть даже средний доход, неплохой доход, здесь даже теща рассчитывает каким-то образом на ваши либо финансы, либо квартиру, да, может быть, она хочет, чтобы вы там ее тоже взяли к себе жить. Ну, то есть вы сойдетесь с ее дочерью, вы заберете маму и понеслась жара. То есть у каждого свои корыстные моменты проиграются. Поэтому, мои дорогие, это, конечно, капец капецкий. Что я могу вам сказать? Но очередные ваши спектакли, которые вы будете просматривать от вот этих вот женщин, о которых я сегодня вам рассказала, ну, конечно, вы можете сначала провалидолиться, прокарвалолиться и вперед защищать свои интересы. Я почему-то уверена, что вы все поступите правильно. Я уверена, что вы и бывшую поставите на место, и тещу, если она проявится, поставите на место. И, ну, не знаю, конечно, я не очень уверена насчет той женщины, которая появится, о которой я первой говорила. Но, опять же, это общий расклад, вы будете решение принимать сами. Ну, все такие какие-то очень и очень такие скользкие моменты. Поэтому, ребят, задача нелегкая, но я думаю, вы все с ней справитесь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!